Привет, мои дорогие! Я дизайнер украшений и основатель бренда Della Bella Gioielli. Меня зовут Юля, и вы у меня на канале. Добро пожаловать! Я покажу вам, как делаются эти листики, а потом вы уже, делая их много-много-много, будете придумывать свои вариации. Это будет зависеть только лишь от вашей фантазии. А дальше, как использовать их в прическу, вам поможет стилист. Если вы сами стилист и занимаетесь изготовлением украшений, то вам будет еще проще их применить. Вам понадобится декоративная проволока, в данном случае это будет золотистая декоративная проволока, обычные кусачки и также плоскогубцы. Больше ничего. Итак, приступим. Откусываем кусок проволоки длиной примерно 25 сантиметров, складываем пополам, вместе сгиба делаем букву О диаметром примерно 3 мм и потом пару раз перекручиваем проволоку, фиксируя эту букву О. Это наш первый главный листик, который будет находиться посередине. Далее нам надо сделать листики по бокам. Повторяем то же самое действие слева и справа от главного листика. Когда два этих листика готовы, мы перекручиваем проволоку, как бы фиксируя листики и делая ножку. Дальше просто повторяем. Листиков на веточке может быть столько, сколько вы захотите. На моей веточке будет по 6 листиков с каждой стороны. После механически повторяем закручивать листики. Когда докрутили последние листики, ножку необходимо сделать длиннее. Это вам пригодится для фиксации всей веточки к основному стеблю. Затем берем кусачки и делаем приплюснутые кончики у всех кружков, тем самым получаем форму правильного листика.
веточки готовы, мы можем приступить к соединению их всех. Берем одну веточку, у нее должна быть довольно длинная проволочная ножка, и вторую. Соединяем их в том месте, где находятся проволочки. Затем перекручиваем 4 проволоки между собой. Далее присоединяем следующую и потом повторяем все снова. Итак, моя шпилька готова. Для тех, кто не хочет заморачиваться с изготовлением такого прекрасного веночка, то есть если вы не дизайнер украшений и не стилист, который занимается по совместительству еще изготовлением украшений, то вы можете приобрести этот веночек и эти шпильки на моем онлайн-бутике на Etsy. Ссылку на это украшение я оставлю внизу в описании к этому видео. Съемка с моим участием, с участием моего веночка. Эта съемка попала в очень крутой свадебный блог, не побоюсь этого слова, один из крутых мировых свадебных блогов. Это блог, который называется Wedding Sparrow. И ссылочку также в описании на публикацию я вам оставлю. Но не буду вас томить, пожалуйста, смотрите и наслаждайтесь. На этом у меня все.
Надеюсь на то, что вам было интересно. Спасибо большое, что провели это время вместе со мной. Возможно, вы что-то возьмете себе на заметку. Если вам понравилось видео, поддержите меня своим лайком. Если информация из этого видео может быть полезна кому-то еще, пожалуйста, поделитесь. Не забудьте нажать на колокольчик, если вы еще это не сделали, чтобы не пропустить мои новые видео. Но я вам желаю отличного настроения, хорошего дня. Мы с вами увидимся в моем следующем видео. До скорой встречи. Пока-пока.